Поэма Рисарджимента – это 4-я часть. Мадзини был недоволен сохранением монархического правления и продолжал агитировать за республику. Под девизом «Свободный от Альп до Адриатики» движение за объединение обратило свой взор на Рим и Венецию. Однако возникли препятствия. Католики всего мира с глубоким недоверием отнеслись к вызову владычеству папы, и в Риме были размещены французские войска. Виктор Эммануил опасался международных последствий нападения на Папскую область и отговаривал своих подданных от участия в революционных предприятиях с такими намерениями. Тем не менее, Гарибальди верил, что правительство поддержит его, если он нападет на Рим. Разочарованный бездействием короля и недовольный тем, что его воспринимали пренебрежительно, он вышел из отставки, чтобы организовать новое предприятие. В июне 1862 года он отплыл из Генуи и снова высадился в Палермо, где собрал добровольцев для кампании под лозунгом «Либо Рим, либо смерть». Гарнизон, верный указаниям короля, преградил им путь на материк. Войско Гарибальди, насчитывавшее 2000 человек, повернуло на юг и отплыло из Катании. Гарибальди заявил, что он войдет в Рим победителем или погибнет под его стенами. 14 августа он высадился в Мелито и сразу же двинулся в горы Калабрии. Итальянское правительство не только не поддержало это начинание, но и отнеслось к нему весьма неодобрительно. Генерал Чалдини направил против отрядов добровольцев дивизию регулярной армии. 28 августа две армии встретились в Аспромонте. Один солдат регулярной армии случайно выстрелил, и последовало несколько залпов. Но Гарибальди запретил своим людям открывать ответный огонь по подданным королевства Италия. Добровольцы понесли потери, а сам Гарибальди был ранен. Многие были взяты в плен. Гарибальди был доставлен на пароходе в Авриньяно, где некоторое время содержался в заключении, но в конце концов был освобожден. Тем временем Виктор Эммануил искал более безопасный способ приобретения оставшейся папской территории. Он вел переговоры с императором Наполеоном о выводе французских войск из Рима путем заключения мирного договора. В сентябре 1864 года был подписан Сентябрьский конвент, по которому Наполеон согласился вывести войска в течение 2 лет. В декабре 1866 года французские войска покинули Рим, несмотря на усилия Папы Римского удержать их. В 1865 году резиденция правительства была перенесена во Флоренцию. Это вызвало такие беспорядки, что король был вынужден поспешно перебраться в свое новое место. В Австро-Прусской войне 1866 года Австрия оспаривала у Пруссии лидерство среди германских земель. Королевство Италия воспользовалось возможностью освободить Венецию от австрийского владычества и вступило в союз с Пруссией. 8 апреля Италия и Пруссия подписали соглашение, которое поддерживало приобретение Венеции и Италии. 20 июня Италия объявила войну Австрии. В контексте объединения Италии Австро-Прусская война называется Третьей войной за независимость после Первой и Второй. Виктор Эммануил поспешил повести армию через Минчо для вторжения в Венецию, в то время как Гарибальди должен был вторгнуться в Тироль. 24 июня итальянская армия столкнулась с австрийцами при Кустоце и потерпела поражение. 20 июля королевские военно-морские силы Италии потерпели поражение в сражении при Лиссе. На следующий день добровольцы Гарибальди разгромили австрийские войска в битве при Бедзеке и двинулись к Тренто. Тем временем Отто фон Бисмарк увидел, что его собственные цели в войне достигнуты, и 27 июля подписал перемирие с Австрией. Италия последовала его примеру, официально сложив оружие 12 августа. Гарибальди был отозван со своего успешного похода и подал в отставку с короткой телеграммой, в которой говорилось только «Я повинуюсь». Успехи Пруссии на Северном фронте вынудили Австрию уступить Венецию и не только. Согласно условиям мирного договора, подписанного в Вене 12 октября, император Франции Иосиф I уже согласился уступить Венецию Наполеону III в обмен на невмешательство в Австро-Прусскую войну, и Наполеон уступил Венецию Италии 19 октября. В Венском договоре было записано, что аннексия Венеции вступила бы в силу только после референдума, проведенного 21 и 22 октября, чтобы позволить народу выразить свою волю по поводу присоединения к королевству Италия или нет. Историки предполагают, что референдум в Венеции был проведен под давлением военных. Австрийские войска оказали некоторое сопротивление вторгшимся итальянцам, но без особого успеха Виктор Эммануил вступил в Венецию. В
1867 году Гарибальди предпринял вторую попытку захватить Рим, но папская армия, усиленная новыми французскими вспомогательными силами, разгромила его плохо вооруженных добровольцев при Ментане. Впоследствии французский гарнизон оставался в Чивитавекье до августа 1870 года, когда он был отозван после начала франко-прусской войны. В июле 1870 года началась франко-прусская война. В начале августа французский император Наполеон III отозвал свой гарнизон из Рима, тем самым прекратив обеспечивать защиту папского государства. Массовые демонстрации продемонстрировали требования к итальянскому правительству захватить Рим. Итальянское правительство не предпринимало никаких прямых действий вплоть до краха Второй французской империи в битве при Седане. Король Виктор Эммануил II направил графа Густава Понса к Пию IX с личным письмом, в котором содержалось предложение сохранить лицо, которое позволило бы мирно вести итальянскую армию в Рим под видом предоставления защиты папе римскому. Однако папство не проявило особого энтузиазма по поводу этого плана. Прием, оказанный папой римским 10 сентября 1870 года, был недружелюбным. Пий IX позволил себе несколько вспышек гнева. Королевская итальянская армия под командованием генерала Рафаэля Алессандро пересекла границу Папской области 11 сентября и медленно продвигалась к Риму, надеясь, что удастся договориться о мирном вступлении. 19 сентября итальянская армия достигла стен Аврелиана и ввела в Риме осадное положение. Хотя теперь Пий IX был убежден в неизбежности своего поражения, он оставался непреклонным до самого конца и заставил свои войска оказать символическое сопротивление. Рим и Лациум были присоединены к королевству Италия после плебисцита, проведенного 2 октября. Результаты этого плебисцита были утверждены указом от 9 октября. Пий IX объявил себя узником Ватикана, хотя на самом деле ему никто ничего не запрещал. Скорее всего, то, что он был свергнут и лишен большей части своей прежней власти, также лишило его некоторой личной защиты. Если бы он вышел на улицы Рима, ему могла бы угрожать опасность со стороны политических оппонентов, которые ранее держали свои взгляды в секрете. Официально столица была перенесена из Флоренции в Рим только в июле 1871 года. Объединение было достигнуто исключительно в интересах Пьемонта. Мартин Кларк говорит, повсюду была пьемонтизация. Кавур неожиданно скончался в июне 1861 года в возрасте 50 лет, и большинство из многочисленных обещаний, которые он давал региональным властям, чтобы побудить их присоединиться к недавно объединенному итальянскому королевству, были проигнорированы. Новое королевство Италия было образовано путем переименования старого королевства Сардиния и присоединения к нему всех новых провинций. Первым королем был Виктор Эммануил II, который сохранил свой старый титул. Все государственные и региональные чиновники были назначены Пьемонтом. Несколько региональных лидеров заняли высокие посты в новом национальном правительстве, но высшие чиновники бюрократического военного звена были в основном пьемонтцами. Столица страны была ненадолго перенесена во Флоренцию и, наконец, в Рим, что стало одним из примеров проигрыша Пьемонта. Однако налоговые ставки и правила Пьемонта, а также деятельность дипломатов и чиновников были распространены на всю Италию. Конституция была старой конституцией Пьемонта. Документ в целом был либеральным и приветствовался либеральными элементами. Однако его антиклерикальные положения вызвали возмущение в проклерикальных регионах, таких как Венеция, Рим и Неаполь, а также на острове Сицилия. Кавур обещал, что будут созданы региональные муниципальные органы местного самоуправления, но в 1861 году все обещания были нарушены. Первое десятилетие королевства ознаменовалось жестокими восстаниями на Сицилии и в регионе Неаполя. Хердер утверждал, что неудачные попытки протестовать против объединения представляли собой смесь стихийного крестьянского движения и бурбонско-клерикальной реакции, направляемой старыми властями. Папа Римский потерял Рим в 1870 году и приказал католической церкви не сотрудничать с новым правительством. Решение было полностью отменено только в 1929 году. Большинство сторонников Рисорджимента хотели сильных провинций, но вместо этого они получили сильное центральное государство. Неизбежными долгосрочными результатами стали серьезная слабость национального единства и политизированная система, основанная на взаимно враждебном региональном насилии.